Здравствуйте, меня зовут Владимир Мельников. Я люблю заниматься автомобилями, разбираться в них, а также изучать технические процессы по эксплуатации автомобиля. И хочу рассмотреть данную сферу деятельности глазами студентов, чтобы когда у них возникли вопросы в своих учебных заведениях, они уже были готовы к контрольным, зачетам и экзаменам. Устройство авто. Тема предпусковой обогреватель. Прежде чем продолжить основную часть данного видео, как всегда, хотелось бы сказать вводные слова. То, что сегодняшнее видео является крайним, а именно это последнее видео из тех, видеозаготовок, которые я уже сделал. Поэтому я снова ухожу на какое-то время, чтобы подготовить новые видео. Не на 1,5 года, как это было в прошлый раз. Собственно, куда можно уйти на 1,5 годика? А точнее на годик. Вариантов тут не особо много. Вот. И, собственно, 2 месяца. Первый месяц у меня ушел к подготовке, к уходу на годик. И, собственно, восстановление из этого годика. Так вот, сегодняшняя тема даже будет интересна в том плане, что я своими глазами видел эти установки на таких моделях грузовых автомобилей, как КАМАЗ, КРАС, МАЗ. И причем КРАС, это точно, был 58 года. Да, кто жил в советское время, знает, как он выглядит изнутри. Деревянный, железный. Проще говоря, чем-то похож на, будку. Там нет никаких кондиционеров, ничего такого. Просто голое железо и дерево. Вот. Особенно если встретить их, скажем так, в холодной части нашей России, это вообще очень интересно. Так вот, перейдем к основной части данного видео. Назначение и виды. Предпусковой обогреватель предназначен для общего обогрева двигателя. Перед его пуском при отрицательных температурах он устанавливается совместно с двигателем и может работать автоматически, используя лишь электричество аккумулятора. Собственно, как выглядит и аккумулятор. На автомобилях российского производства обогреватели обычно работают на том же виде топлива, что и основной двигатель, могут также устанавливаться как на легковые, так и на грузовые автомобили. Но в принципе логично создавать обогреватель на том же виде топлива, что и основной двигатель. Можно было, конечно, не говорить, но вдруг кто не знает. Различаю в следующем. Эти подогреватели жидкостные и электрофакельные для подогрева подаваемого воздуха в цилиндр. Общее устройство. Устройство жидкостного обогревателя осмотрим на примере ПЖД-30, которое устанавливается на двигателе КАМАЗ. Основным элементом этого подогревателя является заливная горловина, топливный бак, насосный агрегат, теплообменник, топливный воздушный фильтр, жидкостные и воздушные патрубки. Насосный агрегат включает в себя электродвигатель, который приводит в действие водяной и топливные насосы, а также крыльчатку для подачи воздуха. Теплообменник неразборного типа выполняет в едином узле с электромагнитным клапаном, форсункой и свечой накаливания. Управление предпусковым обогревателем осуществляется при помощи пульта управления, которое позволяет выбирать соответствующий режим работы обогревателя. Переключатель управления работы подогревателя устанавливается в кабине и имеет 4 положения. Но то, что устанавливается в кабине, это в принципе логично. Первый, он же нулевой, все выключено. В принципе, тут несложно догадаться. Второе. Первое положение. Включен электродвигатель насосного агрегата, электромагнитный клапан и свеча накаливания. Третий пункт. Второе положение. Включен электродвигатель насоса и электромагнитный клапан.
Четвертый пункт, третье положение. Включен электродвигатель насосного агрегата и электронагреватель топлива. Работа подогревателя. Топливный насос обогревателя отбирает топливо из бачка, который через электромагнитный клапан, подводя к форсунке, и впрыскивается во внутреннее положение теплообменника. Распыленное топливо смешивается с воздухом, воспламеняется от свечи накаливания и сгорает. Нагревая охлаждающую жидкость, продукт сгорания по специальной трубке направляется под поддон картера, обдувая его и тем самым разогревая находящееся в нем масло. Вот, собственно, о чем я хотел вам рассказать сегодня. Надеюсь, моя информация была полезной, и я кому-то смог в этом помочь. Поэтому, опять повторюсь, я ухожу на небольшое время, подготовлю внеочередную порцию видео, чтобы надолго хватило. Вот, но прежде чем я уйду, позволю напомнить, чтобы не забывали писать комментарии, если есть у кого-то какие-то вопросы, пожелания, может у вас есть какие-то замечания. Не забываем про лайки, подписываться на канал, ставьте колокольчики, обращайте внимание на подсказки, обращайте внимание на ссылки, которые я оставляю в описании под видео. Ну на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.